Тимофей считал себя уже совсем взрослым парнем, 18 стукнуло вчера. В деревне-то понятно, что по такому поводу никто праздников не устраивал. Правда, отец подарил ему часы на кожаном ремешке. Для Тимошки это был самый ценный подарок. Ночью он несколько раз вскакивал и бежал к комоду, брал в руки часы, прикладывал к уху и, закрыв глаза, слушал, как тикают, тик-так, тик-так. Потом он, довольный, отправлялся обратно в кровать. Сегодня с самого утра Тимоха сидел на заваленке и поджидал своих друзей. Они собирались все вместе пойти на рыбалку. Мимо пробежала стайка девчонок. Он услышал заливистый смех. «Кто же так звонко смеется?» – подумал парень. Пригляделся, а это была соседская Анфиска. Он впервые обратил на нее внимание. Вроде росла на глазах, всегда была маленькой девчонкой, а тут в одно лето превратилась в красивую девушку. Тимофей так и обомлел. У него как будто открылись глаза. Вот же идет вроде Анфиса, но такая красивая стала, что дух перехватило. Он не мог оторвать от нее глаз. «Анфиска, иди сюда, чего-то скажу», – подозвал Тимка. Девушка смутилась, но, отделившись от подружек, все-таки подошла. «Замуж за меня пойдешь?» – спросил он, ничуть не стесняясь. «Ты что, дурак, что ли? Мне же еще 15 лет», и Анфиса покраснела, но не убежала. «А я подожду, пока подрастешь, как раз в армию успею сходить». «Будешь ждать-то?» «Буду», – тихо ответила Анфиса. «А замуж пойдешь?» «Пойду», – серьезно сказала она и убежала, не дожидаясь следующего вопроса. С этого дня все мысли Тимофея были только о ней. Уже осенью пришла повестка. Призвали на флот на 3 года. Прощаясь на вокзале с роднёй, он строго наказал матери приглядывать за Анфиской. Боялся уж очень Тимофей, что уведут такую девушку у него из-под носа. Родители выбор одобрили. Девушка работящая, на глазах выросла. Семья тоже хорошая. «Из армии вернусь, сразу на ней женюсь», – заявил он семье. Анфиса обещание держала, все 3 года ждала суженого и дождалась. Собрали родители Тимошки сватов и пошли девушку сватать. Отец Анфисы такого не ожидал и сперва даже замешкался. Мать девушки пригласила всех в дом, быстро накрыла на стол нехитрой деревенской снедью. Тимофей сидел молча с замиранием сердца, в ожидании, что скажут родители его избранницы, но отец невесты артачиться не стал, хоть и молодая наша дочка, но даю добро. Тимошка парень что надо, достойным мужем ей будет. Сговорились играть свадьбу после покрова. После свадьбы молодые остались жить в доме у Тимошиной бабушки, которая померла, когда парень долг родине отдавал. Вот и дом освободился, да недолго пустовал. Поселились в нем молодые. Анфисе хорошее приданное дали, перину, подушки, одеяло, постельное, полотенце и дорожка домотканная, еще 5 кур и 1 козочку. Анфиса после свадьбы с каждым днем влюблялась все сильнее в своего мужа. Тимофей был добрый, заботливый, внимательный, статный, да и лицом хорош. Все подружки ей завидовали, удачно замуж вышла. Стали ждать первенца. Вот уже и зима закончилась. Анфиса как раз на 7-м месяце беременности была. Решили на мельницу съездить муки намолоть, погрузили на лошаденку мешки с зерном и поехали с утра пораньше. Тимофей правил лошадью, а Анфиска сидела рядом. На полпути жена попросила мужа остановиться. Спрыгнула с телеги и побежала в кусты. Через несколько минут вернулась бледная, как стена. «Что случилось, душенька?» – испуганно спросил Тимоха, и молодая женщина показала на кусты. Больше ничего она сказать не смогла. Слезы катились у нее из глаз. Через несколько минут Тимофей вернулся к телеге. «Ну что ты, успокойся, милая», – гладил он жену по голове. «Какие вы беременные чувствительные». Ему ведь тоже трудно было признаться, что истерзанная волчица потрясла его зрелище. Это было не для слабонервных, а уж тем более не для беременных. Но рядом с волчицей Тимоха нашел ее детеныша. Малыш скулил, плакал и тыкался носом. В этот момент парень не смог оставить его погибать в лесу и забрал домой. Анфиска была не против. Ей, как будущей матери, было жалко любого ребенка, даже волчьего. «Ничего», – сказал Тимофей, – «воспитаем как надо, будет преданней собаке». Через несколько дней у Анфисы начались преждевременные роды. Видимо, сказался стресс от увиденного в лесу. 2 недели спустя в дом принесли малютку-дочку. Волчонок с любопытством обнюхивал кроватку и, виляя хвостом, и улегся рядом. С тех пор они были неразлучны. Машенька учится ходить, и Вихрь тычет мордой ей в спину, помогая делать первые шаги.
Лишь только девочка начинает падать и собирается плакать, волчонок подбегает и утешает, вылизывая лицо. Шло время. Дружба их крепла. Все привыкли, что девочка и волк повсюду вместе. Вот уже Маша и в школу пошла. Волк ходил за ней по деревне хвостом, даже в школу провожала, потом встречал, и неважно, сколько уроков было в тот день. Он каким-то неведомым образом знал, когда девочка пойдет домой, и уже спешил ей навстречу. Как-то летом приехала издалека к Анфиске погостить сестра. Присутствие волка во дворе не сильно обрадовало родственницу. Она долго выговаривала сестре свои опасения и показывала ей свое недовольство. Она вообще не любила животных, а уж диких так и подавно. Волк отвечал тем же при виде женщины, он скалил зубы, и шерсть на холке вставала дыбом. Хозяевам ничего не оставалось, как посадить Вихря на привязь. Маша скучала без прогулок с другом. Раньше они часто гуляли вместе по деревне и ближним лесным полянам. Девочка сидела дома или во дворе возле волка и просила Бога, чтобы эта противная тетка поскорее уехала из их дома. Сестра Анфисы уже тяготила своим присутствием всю семью, но родственница не торопилась уезжать. У себя дома одной плохо, а тут ей очень хорошо, свежий воздух, вся еда с грядок, еще домашнее молоко. Да и родственников полдеревни, пока всех не обойду, не уеду, заявила она. Уже и осень настала. Время ягод и грибов. Маша вместе с ребятишками решила сходить в лес за грибами. Раньше бы она обязательно взяла с собой Вихря, но тот на данный момент был под домашним арестом. Когда Анфиса собралась на вечернюю дойку, то похватились, что дочки нет дома. Они с Тимофеем обошли соседние дома, девочки ни у кого не было, тогда решили, что она уж сидит дома, и вернулись, а Машеньки нет. Подняли тревогу, искали девочку до самой темноты. Бегали по лесу, кричали, аукали, все без толку. Наконец все устали. Вернулись обратно в деревню, но было решено продолжить поиски с утра. Вихрь все это время рвался с привязи. Недолго думая, Тимофей отвязал волка и даже возмущение сестры не послушал, тот рванул в лес, как пуля, выпущенная из ружья. Пусть бежит, он лучше знает, где ее искать, а ночью он точно никому вреда не принесет, ответил Тимофей, недовольная родственнице. Утром у дома родителей девочки собрались односельчане и готовы отправиться на поиски ребенка. Обсуждали маршрут поиска, распределились на группы. Только собрались в лес, как вдруг в конце улицы показались девочка и волк. Все бросились навстречу. Маша, грязно обессилевшая, еле стояла на ногах, а волк счастливый прыгает вокруг своей подружки, лежит девочку. Оказалось, что Машенька слегка отстала от своих друзей и уже по дороге домой провалилась в старый заброшенный колодец на окраине деревни, возле развалин старого коровника. Ей никак не удавалось оттуда выбраться. Она кричала, звала ребят, но ее никто не услышал, а взрослые так вообще ее в лес искать побежали, а она совсем недалеко была. Только одному волку удалось ее отыскать. Он потащил к краю колодца большой толстый сук, и когда Маша стала выбираться по нему, схватил ее зубами за капюшон и силой выдернул из этой сырой ловушки. Маша обняла Вихря, а тот в ответ вылизал ее руки и лицо. Верные друзья теперь были снова вместе. Теперь волк отблагодарил Анфису и Тимофея за свое спасение в лесу. Даже злобная родственница прослезилась от такой невероятной новости и зауважала волка. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного.